Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам связать вот таких красивых русалочек. Посмотрите, как смотрится эта игрушка спереди, сзади. Ну, здесь волосы. Игрушка вяжется очень легко, очень быстро, так как у нее пришивные детали, это только вот нижние плавники. Все остальное мы вывязываем одной цельной деталью. То есть вывязываем ручки, начинаем вязать хвост, ввязываем руки и вывязываем голову. Это одна цельная деталь. И пришиваем только вот нижние плавники. И навязываем волосы. Вот такая красивая русалка. По сантиметрам сейчас покажу, сколько она получается. Ну вот 21 сантиметр. Вот такие красивые русалочки мы сегодня с вами вместе свяжем. Для русалочки я буду использовать плюшевую пряжу в 100 граммах 120 метров и возьму крючок 4 миллиметра. Также для волос я буду использовать фактурную пряжу. У меня вот есть такая желтая пряжа фактурная. Также можно использовать Alize Softy. Начинаем вязать руки. Я беру пряжу телесного цвета, делаем кольцо амигуруми. В это кольцо набираем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Это первый ряд. И теперь со 2 по 7 ряд вяжем по 5 столбиков. Свяжите их самостоятельно. Вот пересчитываем все ряды, у которых провязали по 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядов. Теперь складываем ручку пополам и провязываем за 2 половинки детали 2 столбика. 1 и 2. Ниточку отрезаем. Делаем ее коротенькую, так как ручки будем вязывать. Вторую точно такую же ручку вяжите самостоятельно. Начинаем вязать хвост. Я беру зеленую пряжу. Делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В первом ряду 6 столбиков. Вяжем второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Во втором ряду 12 столбиков. Вяжем третий ряд. Провязываем 3 столбика. 1, 2, 3, прибавка. Так повторяем 3 раза. 1, 2, 3, прибавка. И еще один раз. 1, 2, 3, прибавка. В конце третьего ряда 15 столбиков. Вяжем четвертый ряд. В четвертом ряду провязываем
15 столбиков без изменения. Довязываем их до маркера самостоятельно. Вяжем 5-й ряд, вяжем 4 столбика, 1, 2, 3, 4, прибавка. Так повторяем 3 раза. 1, 2, 3, 4, прибавка. И 3-й раз. 1, 2, 3, 4, прибавка. В конце 5-го ряда 18 столбиков. Переходим на 6-й ряд. В 6-м ряду вяжем 18 столбиков без изменения. Довязываем их до маркера самостоятельно. Теперь 7-й ряд. Вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, прибавка. Так повторяем 3 раза. 1, 2, 3, 4, 5, прибавка. 3-й раз. 1, 2, 3, 4, 5, прибавка. В конце 7-го ряда 21 столбик. И вот по 21 столбику связали 8, 9 и 10 ряды. Всего плюс еще 3 ряда. Переходим на 11 ряд. Здесь провязываем 1 столбик и убавка. Так чередуем до конца ряда. Всего будет 7 повторений. 1 столбик, убавка, столбик, убавка, столбик, убавка, столбик, убавка, столбик, убавка, столбик, убавка. В конце ряда получилось 14 столбиков. Я немного наполнила наполнителем. Переходим на 12 ряд. В этом ряду идет смена пряжи на цвет тела. И будем вязать 14 столбиков за заднюю стенку столбика в предыдущем ряду. И вот так за заднюю стенку провязываем 14 столбиков. Довязываем их самостоятельно. Эти 2 хвостика связываем на 2 узелка и прячем вовнутрь изделия. Теперь 13 ряд. Вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. После 5 столбиков убавка. Снова 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, убавка. В конце 13 ряда 12 столбиков. В 14 ряду будем менять пряжу на цвет купальника. Здесь я последний столбик, последним столбику сделаю смену цвета пряжи. Телесный цвет не отрезаем, цвет тела, и провязываем
по 12 столбиков 14 и 15 ряды. Вот цветом купальника провязали 14 и 15 ряды по 12 столбиков. Также я наполнила наполнителем игрушку, и теперь идет смена пряжи в последнем столбике 15 ряда. Переходим на 16 ряд. Провязываем 2 столбика, 1, 2. Теперь берем ручки и 2 столбика провязываем вместе с ручкой. 1 и 2. Теперь 4 столбика, 1, 2, 3, 4. Берем вторую ручку и вяжем 2 столбика вместе с ручкой. 1 и 2. Довязываем 2 столбика до конца ряда. 1, 2. В конце 16 ряда получилось 12 столбиков. Еще дозаполняем наполнителем. 17 ряд. Провязываем 6 убавлений. 1, 2, 3, 4, 5 и последняя, 6-я убавка. Всего получилось 6 столбиков. 18 ряд, 6 прибавок. 1, 2. Это уже вывязываем голову. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. В 18 ряду 12 столбиков. 19 ряд, 12 прибавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. В конце 19 ряда 24 столбика. И по 24 столбика связали 20, 21, 22 и 23 ряды. Также в 22 ряду я вставила глазки на безопасном креплении. Они у меня 9 миллиметров. Между глазиками вот 2 столбика, 2-3, как вам нравится. И переходим на 24 ряд. Провязываем 2 столбика, 1, 2 и убавка.
Так вяжем до конца ряда. Всего таких 6 повторений. 1, 2, убавка. 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 В конце 24 ряда 18 столбиков. Берем наполнитель, наполняем наполнителем. Вяжем 25 ряд, провязываем 1 столбик, убавка. Таких 6 повторений. 1 столбик, убавка. 1 столбик, убавка. Столбик, убавка. Столбик, убавка. Столбик, убавка. В конце 25 ряда 12 столбиков. Берем наполнитель и дозаполняем. Последний 26 ряд вяжем 6 убавлений. Итак, продолжаем вязать далее. Свяжите их самостоятельно. Теперь вверху прячем эту дырочку за передние стенки каждого столбика. Так, прошиваем. Вот, дошли до того места, с которого начинали. Теперь затянули. И выводим иголку где-то сбоку игрушки. Этот хвостик отрезаем. Вот получилась такая основа для русалочки. Теперь сделаем обвязку между туловищем и хвостом. Разворачиваем игрушку таким образом головой к себе. Закрепляем ниточку и провязываем 3 столбика без накида в эту петельку. 1, 2, 3. В следующий, за следующую петельку соединительный столбик. В следующую петельку 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Следующий вот столбик за следующую петельку, соединительная петля. И так чередуем до конца ряда. И вот получилась такая юбочка. Теперь свяжем плавники. Берем зеленую пряжу, делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В первом ряду 6 столбиков. Переходим на второй ряд. Во втором ряду тоже провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь третий ряд. 1 столбик,
Оденем маркер. Теперь прибавка. Снова повторяем 1 столбик, прибавка. И третий раз 1 столбик, прибавка. В конце третьего ряда 9 столбиков. Четвертый ряд. Вяжем 2 столбика, 1, 2, прибавка. Так вяжем, повторяем 3 раза. 1, 2, прибавка. 1, 2, прибавка. В конце четвертого ряда 12 столбиков. Вяжем пятый ряд. В пятом ряду 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И в шестом ряду вяжем 6 убавок. 1, 2, 3, 4. Так, сейчас. 5. И последний шестой столбик, шестая убавка. Получилось 6 столбиков. Складываем деталь пополам и провязываем 3 столбика за обе стороны. 1, 2, 3. Оставляем ниточку для пришивания. Второй точно такой же плавник вяжите самостоятельно. Теперь сделаем утяжку. Я беру полухлопковую пряжу. Ставила иголку вот внизу головы и вывожу в уголочке глазика. Перехожу на второй уголок этого же глазика и вывожу внизу возле этой ниточки только через один столбик. Точно так же проделываем со вторым глазом. Теперь делаем утяжку. Завязываем на узелок и подтягиваем с одной стороны на одном глазике. Переходим на второй глазик. Тоже делаем так же самое. И теперь завязываем по второму узелку. Эти ниточки прячем вовнутрь изделия. И вот я еще вышила у русалочки ротик и реснички. Вышиваются простыми стежками, здесь нет ничего сложного, так что вы справитесь и самостоятельно. Теперь будем пришивать плавники. Я беру, его складываю пополам, так прошиваю. Теперь разворачиваем. Мне так удобнее. Сейчас вот так разверну, чтобы вам можно было показать. И вот в нижней части прокалываем основную деталь, подтягиваем хвостик, плавничок к хвостику,
за 2 половинки еще раз. За основную деталь. И за плавничок. Так, пришили одну деталь. Берем второй плавничок, тоже складываем его пополам и близко к первому плавничку пришиваем второй. И вот так выглядят плавнички, когда их пришили к основной детали. Теперь нужно сделать волосы. Вот такие отрезы желтой фактурной пряжи. Можно использовать любую, какая у вас есть пряжа. В 2 сложения. Эта пряжа вот у меня на 15 сантиметров. И разворачиваем головой к себе игрушку. И вот в передней части я буду делать более густые пряди. Сложили пополам желтую прядь. Сделали петельку и через нее протягиваем хвостики ниточек. Берем еще одну прядь, складываем пополам и рядышком возле первой делаем еще одну прядь. И вот так привязываем то количество пряжи, сколько вы хотите, вот, чтобы были волосы. Скажу одно, что вот в передней части я буду более гуще располагать, а вот в задней части буду уже более реже, и можно использовать немного короче отрезы, не 15, а 12 сантиметров, так как чтобы была более одинаковая длина волос. И вот получается такая русалочка. Вот такие густые волосы. Сзади я их собрала резиночкой, для того, чтобы можно было распустить и заплетать любые прически. Игрушка готова. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!